О, полюбуйтесь, что натворила. Сегодня создаем странные конструкции, чтобы потом их сломать. Вроде прочненько. Правда, сначала расскажу вам одну историю. Забудьте. Видели когда-нибудь пуфик Франкенштейна? Все, рабочая тема. Но на выходе получаем, как всегда, то, что задумывали. Два пуфика со встроенной системой хранения. В классике пуфики изготавливаются, как правило, из фанеры, ДВП и деревянных брусков. Но зачем Кате проверенные способы? Катя же не ищет легких путей. Я буду использовать вот такой лист ЛДСП. Он 183 сантиметра в длину, распилю пополам, как раз хватит на два пуфика. Чтобы спил получился ровный, использую в качестве направляющей обычное правило, потому что шины у меня нет. Прикрепляю его струбцинами к щиту, предварительно начертив линию, по которой буду пилить, и с учетом ширины платформы самой пилы. Также заранее отрегулировала глубину спила по толщине самого щита. Сейчас, короче, допилю, и вот эта часть свалится мне на ноги. В общем, заранее предусмотрите такие моменты. Короче, мерила и все равно не попала в ту линию, которую наметила. Так что пуфик получится на несколько миллиметров выше. Ну, ладно, чё ж. Научусь совмещать платформу с линиями. В перспективе. Дальше таким же макаром распилила этот щит пополам и сделала разметки для пропилов. Вот, что-то типа того, но сейчас уже думаю, что 3 миллиметра все-таки многовато. Наверное, надо миллиметра 2 оставлять. Иначе у меня это все дело не загнется, а поломается. Так, один угол сделала. Вот видите, уже так вот поднимаю, она прогибаться начала. Вот. То, что мне и нужно. Надо остальные 4 угла вот так же пропилить. Вот такая деталь получилась. И сейчас проверим радиус скругления. Все ли сходится. Момент истины. Виу, виу. Все, кино не будет. В классике пуфики изготавливаются, как правило, из фанеры, ДВП и деревянных брусков. И Катя, конечно же, пойдет классическим путем. Кате же не нужны проблемы, правда? Только вместо фанеры будет ЛДСП и вместо брусков напиленная ЛДСП. Сначала подготовлю 4 одинаковых квадрата 35 на 35 сантиметров. Причем наверх я взяла лист потолще, а на низ потоньше, чтобы пуфик не получился слишком тяжелым. Дальше взяла подходящий по размеру шаблон и отрисовала закругленные углы. И отпилила их с помощью лобзика. Теперь замеряю, какой ширины должны быть стойки. 16 сантиметров. И в высоту я их сделаю 40. Итого получается 8 штук, по 4 на каждый пуфик. Перед тем, как собрать конструкцию, просверливаю отверстие тонким сверлом и делаю углубление для шляпок саморезов. Дальше для удобства закрепляю стойки угловыми струбцинами и прикрепляю сидушку саморезами. То же самое делаю и с другой стороны. Вот такой каркас в итоге получился. Вроде прочненько. Ну что, продолжим. Дальше беру маркер и угольник и отмечаю линию спила на расстоянии 2 сантиметров от края. Сверлю отверстие, чтобы в него поместилась пилка от лобзика. И начинаю аккуратно пилить. Дальше отшлифовала торцы. Итак, что я вам там дальше сказала? ДВПшка? Забудьте. Короче, забудьте. Я сама только что об этом узнала, что вот эти вот виражи даже для ДВПшки в 2 миллиметра слишком, уж слишком
резкие, и она просто-напросто сломается. Поэтому я придумала кое-что другое. Брезент. Я уже, кстати, с помощью него что только не делала. Вот, например, в прошлом видео или в позапрошлом, ну, в общем, посмотрите у меня на канале, делала корзинку без всяких там супер-пупер каких-то инструментов. Вот из всего, что у вас есть буквально дома, можно сделать. И вот такой плотной ткани. Вот сейчас мы этой же тканью уделаем наш пуфик. Я уже, кстати, попробовала. Схема рабочая. Конечно, я думаю, может и можно было здесь вот еще подпорочку. Но уже так неохота, честное слово. Дальше отрезаю лоскут ткани, длина равна периметру внутренней части, а высота высоте пуфика с прибавкой сантиметров 10 на загибы. Пришпиливать ткань буду вот таким классным аккумуляторным степлером от моего постоянного спонсора компании Redwerk, и я им очень благодарна за него, потому что это вещь, ребята, это вещь. Он заряжается, здесь есть специальное отверстие для зарядки. Очень легко вставляется в него, только сначала нужно выключить, вот кнопочка включения-выключения. Очень легко вставляются в него и гвозди, и скобы, просто отодвигается вот эта пластмасска, затвор, и обратно также легко вставляется. Никакой отдачи, то есть работаешь целый день, и потом рука не болит, это вообще кайф, просто кайф, отличная вещь. Рекомендую. Я вам даже ссылку оставлю в описании. Must have, я считаю, для всех, кто занимается перетяжкой мебели, там каких-нибудь картин, стульев и так далее. Я просто знаю, что такое работать обычным степлером. Например, можете посмотреть, у меня вот есть видео, как я делала экран под ванну, и там я обычным степлером работала. Потом у меня неделю болела рука, а с такой штуковиной работать одно удовольствие. Особенно я в этом убедилась после переделки 2 советских кресел. И видео об этом вы также можете найти на моем канале. Итак, пришпиливаю ткань сначала изнутри. Нужно расположить нижний край ткани вдоль одной из планок, совместить, и прям в упор степлером начинаю ее пристегивать. Здесь нужно повторить линию сгиба. Главное не пришпилить себе палец. Вот так прицепила ткань по всему дну. И теперь нужно будет вот эту часть закрепить уже сверху. Ну и вот такая фигня получается. Ну, в любом случае скобы не торчат. Вот он остался шов. Его я сейчас посажу на клей, и все, и потом это все закрашу акриловой краской. Снаружи точно таким же способом. Сначала закрепляем ткань наверху, а затем натягиваем и закрепляем снизу. Дальше внутри я покрасила ткань акриловой краской в 2 слоя, чтобы можно было потом ее протирать. Ну и сделала я в целях экономии, а так можно было использовать дермантин. И теперь можно приступить к наклейке поролона. Делаю это специальным клеем, у меня Синтекс. Я решила взять в жидком виде, хотя он продается в баллончиках, но в жидком виде, как мне показалось, будет экономнее, тем более впереди еще предстоят работы и переделки, где этот клей мне обязательно пригодится. Правда, работать с ним не очень удобно, он липнет ко всему и к перчаткам тоже. И уже позже я приспособилась наносить его с помощью бутылочки из-под клея с тонким носиком. Кстати, показывала это в своем видео про кресло, хоть оно вышло раньше, чем это видео, но кресло я делала по факту позже, чем пуфики. Излишки аккуратно срезаю канцелярским ножом, причем очень-очень аккуратно. Нет, просто супер аккуратно. А почему? Да потому что вот! Потому что Катя, как всегда, гениальна, и она отлично рассчитала количество поролона. Молодец, Катя! Теперь буду молиться, чтобы вот этих кусочков хватило, чтобы заделать этот, прогал. Ну и как вы думаете, хватило? Конечно, нет.
Так что мой вам совет, если вы изначально решили сделать круглые пуфики, рассчитали материалы и заказали уже их, то потом не надо передумывать. Короче, Нарезала из 5-сантиметрового поролона 3-сантиметровый и заклеила. Заклеила дыры и на этом, и на том пуфике. Видели когда-нибудь пуфик Франкенштейна? Теперь вы знаете, как он выглядит. дальше обклеиваю пусик синтепоном. Говорят, можно также использовать какую-нибудь техническую ткань. Пуфики буду обтягивать эко-кожей. Взяла 2 разных цвета контрастных. Мне кажется, будет смотреться очень интересно. Измерила обхват пуфика, отрезала лоскут эко-кожи и сшила его в трубу. Теперь эту трубу нужно натянуть на сам пуфик. А шов оставлю на той стороне, которая была собрана кусочками поролона. У этого пуфика я несколько иначе крепила ткань внутри. Там видно скобы, и, соответственно, верхнюю часть нужно будет тоже крепить чуть-чуть по-другому. И, с одной стороны, это выглядит не так эстетично, потому что внутри видны скобы, но, с другой стороны, здесь попроще крепить ткань сверху. Вот что получилось. По-моему, очень даже ничего. И теперь осталось притянуть вот здесь снизу. О! Первый пошел. У второго пуфика решила сделать узорчик из остатков рыжего материала. Вырезала полоски и просто пристрочила их, изобразив некий геометрический рисунок. Сейчас вот подумала, что если я даже подогну здесь край ткани, то будет видно скобы, будет это все некрасиво выглядеть. Сюда натянуть уже получается не подогну под это ребро, потому что здесь же я по-другому изначально сделала. И ребро как бы открытое, тут все легко можно пришпилить. А здесь уже так не получится. И везде будут видны скобы. В общем, я решила, что сейчас сделать. Я сейчас выверну как бы наизнанку, и там внутри с изнанки пришпилю. Потом выверну обратно и уже натяну на пуфик. Думаю, что так как-то будет это все аккуратнее смотреться. В общем, снимаю чехол с пуфика. Теперь бы ничего не перепутать. То есть, получается, я его выворачиваю наизнанку. И с изнанки начинаю вот сюда по краю пришпиливать. Видела, что когда крепят ткань с изнанки вот таким же способом, подкладывают под скобы какой-нибудь плотненький шнурок, чтобы потом, когда выворачиваешь, край сгиба ткани был ровным. Но я об этом узнала уже позже и, конечно же, прикрепляла просто скобами без всяких шнурков. Немножко утоплю их молоточком и выворачиваю обратно. Получилось очень даже аккуратно. О! Ну что, зацените мои старания. Ну там, лайки, комментарии, все такое. Не зря ж вроде старалась. И такие парочку моих личных замечаний. Смотрите, вроде как бы вот это, с одной стороны, аккуратней смотрится, да, нет скоб, нет швов, ничего нет, ребро не торчит. Но, мне кажется, все-таки натяг более аккуратный, вот эти складочки вот здесь получились, потому что здесь они были контролируемые, но зато видно как бы скобы. Хотя можно взять каким-нибудь красивым шнуром это все заклеить, например, да, как вариант. И мне кажется, все-таки вот так, ну, проще натягивать вот сюда при
скабливать. Не знаю, как это называется. В общем, сами для себя там определитесь. Для крышек я отпилила 2 квадрата из более тонкой ДСП, которую использовала для дна пуфиков. Аналогичным способом обклеила их картоном. Для того, чтобы равномерно и аккуратно скруглить все края, я смазываю поролон по торцу клеем и хорошенько прижимаю. Сверху вместо синтепона, так как он у меня закончился, положила просто обычную хлопковую ткань. Можно, кстати, использовать любую техническую ткань для этой цели. И дальше с помощью степлера обтянула сидушки эко-кожей. Той же самой, которую использовала для обтяжки пуфиков, но здесь я взяла уже другой цвет, контрастный, такой рыженький, веселый, потому что вся комната будет в основном однотонная, и хочется разбавить ее цветными аксессуарами. Чтобы ткань натянулась равномерно, сначала натягиваю ее по 4 сторонам, как следует закрепляю степлером, и потом уже делаю складочки по углам. Края дна пуфиков я решила заклеить войлоком, чтобы скобы, которыми я крепила кожу, не царапали пол. Просто нарезала полосками и наклеила по периметру, прямо на скобы. Вот так, и аккуратнее теперь смотрится, и пол корябать не будет. Чтобы крышки пуфиков плотно на них сидели и не съезжали, я решила сделать ограничители в виде шкантов. Просто просверлила отверстия и вклеила их туда с помощью ПВА-столяра. Излишки клея аккуратно вытираю тряпочкой. Вот так, теперь крышки никуда не денутся с пуфика. Так, сейчас проверим, сойдется ли у меня дебет с кредитом. О, все, рабочая тема. Тема рабочая, друзья. Та-дам! Дарите на заметку, дарю.